Известный медиа-менеджер Арман Давлетьяров, который в свое время провел очень интересное содержательное интервью с Димашем, выступил на площадке ЦОС Астана Public Talk на тему «Креативная экономика в эпоху глобальных вызовов». Отвечая на вопросы из зала, он заявил об огромном потенциале креативного рынка Казахстана. Свое внимание он заострил на ярком представителе казахстанской культурной среды, вокалисте мирового уровня Димаше Кудайбергене. Теперь, возвращаясь к Казахстану, именно я сейчас говорю о творческих людях, которые известны широко уже за пределами Казахстана. Это Димаш Кудайбергенов, это ребята, которые работают на ТНТ, Сабуров, Азамат, значит, Иманбек, который выиграл Грэмми. Арман Давлетьяров заострил внимание на необходимости создания базы, на основе которой могли бы появляться новые таланты. Знаете, вот мы все ими гордимся, безусловно. А что конкретно вот мы, да, как страна в данном случае, сделали для их продвижения? Вот для того, чтобы они стали звездами. Ну, в случае с Димашем понятно. У него была база, он закончил вот эту вот консерваторию, кажется, как называется, университет искусств, да, вот эта вот сильная база, которая заложила ему основу, благодаря которой он стал мегапопулярным и любимым во всем мире. Модельная внешность, сумасшедшая энергетика и, конечно, уникальный и выдающийся голос, который некоторые называют не иначе, как «голос небес». Также он обратил внимание слушателей на роль певца в популяризации своей родины. Я считаю, что вот любой труд, особенно творческий, конечно, это действительно те ласточки, это те голуби, скажем так, страны, которые служат для того, чтобы о стране знали, чтобы ее уважали, чтобы к ней относились хорошо, и чтобы были, ну, в конце концов, инвестиции, и люди приезжали в эту страну. Вот посмотрите, благодаря Димашу Кудайбергенову, о нем знает весь мир. Арман Давлетьяров также рассказал о своем опыте общения с фанатами Димаша. У тебя большая армия поклонников, действительно, и детей, и взрослых. Вот я был когда в Казахстане перед твоим концертом, было такое количество в гостинице женщин. Они все ходили, вот, значит, здесь Димаши, меня узнали где-то в центре города, там, Эти сумасшедшие фанаты, в хорошем смысле сумасшедшие фанаты, да, по всему миру, бегают по всему миру с этим Димаси, там, подбегают ко мне, когда где-то встречают. И я действительно этому радуюсь. Я всегда на своих концертах говорю, что все мои зрители – это члены моей семьи, и мне бы не хотелось бы, чтобы кто-то из моей семьи разочаровался во мне. Медиа-менеджер призвал оказывать поддержку молодым талантам и обосновал, почему. Какое количество туристов приезжает сюда, и сколько залов он собирает по всему миру, прославляя Казахстан, когда он исполняет казахские песни, когда он выносит казахский флаг, когда он говорит на казахском языке, и когда миллионы людей по всему миру поют песни на казахском языке. В Америке у меня был сольный концерт на стадионе Barclays Center. Там люди слетелись из 54 стран и спели на казахском. Это был такой кайф. Благодаря одному человеку, который прославился. С какой страной тебя больше всего ассоциируют твои поклонники, когда ты бываешь за рубежом? С Россией или с Казахстаном? С Казахстаном. И вот таких людей, вот творческих людей в том числе, раз я стал об этом говорить, конечно же, нужно поддерживать. Друзья, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и не забудьте подписаться на наш канал. Всего вам хорошего и до встречи под новым видео. В этом плане хочу поблагодарить всех своих слушателей за то, что они на своем примере показывают, что люди должны дружить друг с другом, и нету никаких границ. Они обнимались, они дружили, улыбались друг другу, но при этом не зная языка.